Итак, друзья мои, всем доброго утра. Перед вами рыба. И с помощью этой рыбы мы будем делать некий ритуал, который вам в будущем пригодится, чтобы вы избежали незаконного суда или судилища. Именно от суда и судилища. Я объясню почему. Суд – это, собственно говоря, государственный суд, да? Либо мировой суд, либо различный процессуальный суд, смотря за что пытаются вас осудить. А судилище – это разборки, это несправедливые к вам отношения, это преследование, может быть и преследование властей и прочее. Хочу вам сказать, что этот ритуал я дарила людям. Сейчас немножко активизирую рыбу. Она так, уже к утру уставшая. Вот. Этот ритуал я дарила людям, у которых пытались отжать бизнес, у которых пытались завести различные дела, и уголовные, и гражданские правонарушения, и с налоговым были проблемы. То есть, такой рейдерский захват и прочее, прочее. И человек проводил этот ритуал с рыбой, после чего все утихомирилось, все куда-то ушли, отвлеклись на какие-то свои проблемы. А одного человека, очень высокопоставленного чиновника, обвинили во взятках, взяточничестве. Аж слово такое не выговорить. Обвинили и его самого стали судить, ему было уже не до этого человека. И, собственно говоря, человек спас свой бизнес от всего, что происходило. И я уверена, что у многих людей подобные проблемы, потому как, когда человек добивается успехов, никого не интересует, каким образом это было, достигнуто. Всех волнует вопрос, как бы отжать, как бы у человека забрать то, что заработано его непосильным трудом. И что делать человеку? Как говорят, собака собаку не кусает. Все они взаимосвязаны. Куда бежать, у кого попросить помощи, что делать? Некуда. Если еще до суда не дошло и идет судилище, это преследование, это желание навредить вашему делу, вашей работе, может быть, вашему каналу. Тоже такое некое преследование незаконное. Берете, покупаете рыбу или ловите рыбу, берете у рыбаков живую рыбу еще пока. Начитываете 7 раз на эту рыбу. Потом эту воду нужно вылить прямо на землю, и рыба должна задохнуться. Она должна умереть. Вот такой вот способ. Что ж теперь делать? Жизнь рыбы по сравнению с вашей, мне кажется, сравнивать не стоит. Можно купить аквариумную рыбку одну, в этих магазинах, зоомагазинах одну рыбку взять, принести домой, начитать, и рыбу, вместе с водой оставить на земле. Неважно, потом рыбу съедят, кошки заберут или что там случится с ней. Это не имеет никакого значения. Главное, что рыба жить не должна после этого. Нельзя ее в аквариум кидать, нельзя детям отдавать и прочее. Рыбу нужно оставить на земле, прям на землю вылить. И через некоторое время все это преследование против вас прекратится. Итак, заговор. Но условие.
Вы должны быть невиновны. Если вас преследуют по делу, которое вы совершили, если вы достойны этого наказания, этот заговор вам не поможет. Наоборот, поможет еще больше вас урыть. Запомните. Вы должны быть 1000000% невиновны в этом. Ну, в чем вас обвиняют? Ну, я не знаю, в чем угодно. Пытается ли у вас забрать бизнес, обвиняя вас там в каких-то махинациях, а вы этого не делали? Пытаются вас осудить, да, дать реальный срок или на большую сумму денег штрафовать, а вы действительно невиновны. Вот тогда берете рыбу, начитываете, оставляйте на земле, и за короткое время, буквально через 3 дня уже начнет это все действовать, если не раньше, через 2 недели это все уже закончится. Ну, а дальше уже все это закроется и так далее. Да, еще один случай, когда сына одной женщины обвиняли в определенных таких вещах, которые он не совершал. Он даже не был там. Но поскольку, знаете, такое выражение, у лжи 1000 свидетелей, у правды ни одной. Но поскольку там они нашли людей, которые согласились против него дать свидетельство, и его практически хотели закрыть. Ну, где-то 7-8 лет, вот примерно так подходило. Самое страшное, что человек, которого избили, его уговорили, дали денег, и он тоже сказал, что был избит вот именно этим парнем. И уже настолько был замкнутый круг, что некуда было деваться. И я сказала, что, что и как делать. И женщина сказала, можно я проведу вместо сына? Еще раз говорю и объясняю, вместо кого-либо ничего проводить нельзя. Только в том случае, когда сказано, что мать имеет право защитить своего ребенка, начитать, просить за него, это другой вопрос. В таких случаях только уважение к силам, только просьба к силам, мольба к силам напрямую будет работать. Просто запомните. Если человек не будет это проводить, значит, человек не уважает эти силы. Значит, силы ему помогать не будут. Это все равно, как вместо тебя кто-нибудь другой пойдет к врачу и объяснит врачу, что у тебя болит. Понимаете? Человек лично идет, лично объясняет, лично ложится под нож хирурга, если это нужно, лечится и лично благодарит. Вот так вот. Так вот, я сказала, она говорит, вместо сына, я говорю, вы не имеете права. Вот он не проведет. Я говорю, не проведет, значит, пойдет, сядет в тюрьму. Вот они поговорили, и она его уговорила. И он, как миленький, пошел и провел. Сам эту рыбу купил, принес. Проводить можно в любое время дня и ночи, не имеет значения луна и прочее, потому что есть ритуалы, уникальные ритуалы. Вы должны понимать, что если человеку грозит тюремный срок или суд, он не может ждать полнолуние или убыльную луну и так далее. Логично? То же самое касаемо защиты. Если человеку грозятся, он не может ждать луны какой-либо, чтобы начитывать на защиту. Если человеку нужны деньги, он тоже не может ждать 1000 лет. Но откройте мою лекцию «Луна в магии». Там все сказано, когда влияет Луна и каким образом. Итак, он провел. Следователи его не просто не вызвали больше, даже не звонили. Она очень переживала, отправила адвоката. Тот пошел и сказал, что все, дело закрыто и вообще ни о чем. Говорит, а как, почему? Говорит, мне тоже не объяснили. Сказали, все, оставьте нас в покое, дело мы закрыли, не будем мы никого трогать. Все, сняли с него все эти, значит, подписку о невыезде, все такое. И вот с тех пор прошло уже 2,5 года. Нормально все, он женился, сейчас нормально живет. Забыл об этом деле, но он мог сидеть. Ни за что. А как говорил товарищ Сталин, да, был бы человек, статья найдется. Если есть желание что-либо делать человеку, всегда найдут к чему прицепиться. Это даже не проблема. Итак, грозятся ли вам, преследуют ли вас, судилище у вас, преследование власть имущих или преследование криминальных людей. Здесь я буду называть власть имущие, вы можете назвать враги, клеветники,
не знаю, как хотите, там, криминальные люди. Вы называете именно тех людей, которые вас преследуют, лично вас. От судилища, еще раз повторяюсь, от преследования, от желания вас вам навредить, отобрать у вас все, закрыть вас или еще хуже что-нибудь сделать. И до, скажем так, манипуляции законом. Это суд, это преследование якобы по закону, это сфабрикованные дела и прочее, прочее. Даже если вы чувствуете, что к этому идет, проведите, и этого не случится. Я надеюсь, что я ясно объяснила. Еще раз повторяю, все, кто посмеет внизу написать, а где заговор, а где ритуал, а где текст, сразу в черный список. Берете ручку, бумагу и пишете. Как раз и руки натренируете, а то они у вас уже, наверное, не работают. Потому что все у вас готово и все такое. Я понимаю, если бы текст был на другом языке, переживайте, там неправильно произнести. И то миллион раз было сказано, что буквально за несколько дней Яна все печатает, ставит туда. Никто этого не делает, мы делаем. И опять же наглое вот это вот где, чего, а почему. Сами прекрасно можете переписать. Итак, начнем. Перед лицом богов и сил я клянусь, что я невиновна. И потому заговор мой сильный, и мольба моя будет услышана. Как рыба немая, так и власть имущие против меня онемейте. Рыба глухая, неразумная, и вы, власть имущие, оглохнете и разумом помутнеете. Как рыба зрит и ничего не понимает, так и вы смотрите, да не увидите. Как рыба немая, так и вам онеметь. Как я рыбой повелеваю, так и вы в моих руках, да в моей власти. Рыбе задохнуться, а вашему суду задохнуться, онеметь и сгинуть. Как рыба мне ничем вредить не сможет, так и вам в бессилии остаться. Рыбе не жить, власть имущим, своим судом невинного не судить. Истинно так, заклинаю. Еще раз читаем. Перед лицом богов и сил я клянусь, что я невиновна. И потому заговор мой сильный, и мольба моя будет услышана. Как рыба немая, так и властимущие против меня онемейте. Рыба глухая, неразумная, так и вы, властимущие, оглохнете и разумом помутнейте. Как рыба зрит и ничего не понимает, так и вы смотрите, да не увидите. Как рыба немая, так и вам онеметь. Как я рыбой повелеваю, так и вы в моих руках, да в моей власти. Рыбе задохнуться, а вашему суду задохнуться, онеметь и сгинуть. Как рыба мне ничем вредить не сможет, так и вам в бессилии остаться. Рыбе не жить, власть имущим своим судом невинного не судить. Истинно так, заклинаю. Скажу вам секрет, почему люди силы никогда никого не боятся. Потому что у них в арсенале огромное количество работ, ритуалов, заговоров. Они проводят, и никто им ничем вредить не сможет, при всем желании. Они контролируют всю ситуацию вокруг себя. Кого надо останавливает, кому надо рот закрывает, кому надо дорогу закрывает, кому надо... Что надо, то и делают. Если иногда они отвлекаются, потому как очень много дел, и, скажем так, до себя руки долго доходят, в любом случае, как только некая опасность, даже есть какая-то предпосылка этой опасности, они тут же проводят, все останавливается, весь процесс переворачивается, да, и идет в угоду им. Вот поэтому я вас учу. Я вам в руки дала такое оружие, я вам дала столько мудростей древних, которые, просто никто никогда вам этого не давал. Не дарил, не объяснял. Вы сейчас можете себя защитить, помочь, в кризисное время жить лучше всех. Вы можете привести себя в порядок, вызвать молодость, остановить какие-то процессы в организме. Вы можете практически, не все, но очень много. Пользуйтесь этим, проводите. И только осталось нам в наш сумасшедший век реально только магией себя спасать, своих детей, свою семью и выживать. Настолько мир сейчас безумен, что реально только магия остается. Вот только на силы Вселенной и вся надежда.
попросить получить, попросить защититься, попросить, не знаю, как-нибудь избежать какого-то там, какой-то катастрофы, попросить спастись. Вот все. Потому относитесь к этому серьезно. Если вы уважаете Вселенную и силы мироздания, древние силы, да, их называют еще силы рассоздания, уважаете, делайте как надо, обращайтесь, просите, получайте, вы будете жить, в отличие от многих-многих других. Итак, еще раз. Перед лицом богов и сил я клянусь, что я невиновна. И потому заговор мой сильный, и мольба моя будет услышана. Как рыба немая, так и власть имущие против меня онемейте. Рыба глухая, неразумна, и вы, власть имущие, оглохнете, разумом помутнеете. Как рыба зрит и ничего не понимает, так и вы смотрите, да не увидите. Как рыба немая, так и вам онеметь. Как я рыбой повелеваю, так и вы в моих руках, да в моей власти. Рыбе задохнуться, а вашему суду задохнуться, онеметь и сгинуть. Как рыба мне ничем вредить не сможет, так и вам в бессилии остаться. Рыбе не жить, власть имущим своим судом невинного не судить. Истинно так. Заклинаю. Я прочитал 3 раза, вам нужно 7 раз. После чего рыбу нужно, значит, кинуть на землю вместе с водой. Вылейте воду и рыбу вместе с этим. Да, скажу, пока не забыл. Когда все закончится, когда все будет так, как вам хотелось, когда у вас все получится, как вы хотели, вы можете откупиться, как хотите. Вы можете откупаться на алтарь ведьмы, вы можете благодарить ту самую ведьму, которая вам дала этот ритуал. Вы можете отнести стандартный откуп, поставить под деревом, вино и 7 монет поблагодарить. Вы можете кому-то сделать добро, поблагодарить. Вот здесь уже ваше решение, как вы захотите, так можете поступить. Но откупаться обязательно стоит, потому что в следующий раз, когда вы попросите эти силы, они вам еще раз помогут, только когда увидят, что вы благодарный человек. Итак, после того, как вы начитали, рыбу руками не трогайте. Просто, значит, приносите и выливайте вместе с водой. Для защитников животных скажу, рыба очень быстро уходит, очень быстро отключается. Рыба практически не чувствует ничего, когда отключается, потому что у них асфиксия, у них обморок, то есть отключается у них мозг, и они ничего не понимают, не слышат, просто уходят без определенных мучений. И после этого ваше дело обязательно получится так, как вы хотите, от вас отстанут. И все их старания не будут иметь никакого успеха. Всем удачи! Да, забыла добавить, что не имеет никакого значения, что потом будет с рыбой. Собаки или кошки или заберут, абсолютно никакого значения. Самое главное, чтобы вы сделали все правильно. Всего хорошего.